Всем привет! Как-то раз я ходил на довольно типичный для иникейщика заказ, синопсис которого был таков. Есть старый Пека, он тормозит и долго загружается. Нужно его взбодрить за минимальный бюджет 1000 рублей. Компьютер, кстати, был довольно-таки дохлый. Pentium, Dual Core и всего лишь 2 гига оперативы, которые по взмаху руки превратились в Core 2 Quad и 4 гига АЗУ. Система хоть и стояла на жестком диске, но он был в довольно-таки хорошем состоянии, да и к тому же в качестве оси использовалась Windows 7. После чистки компьютера, небольшого его апгрейда и, конечно же, обслуживания операционки, потому что там была куча вирусов и хлама, компьютер начал работать шустро. Но вот система как загружалась за 3 часа, так и продолжает это делать. Ну ладно, с 3 часами я немного перегнул, по факту система грузилась 45 секунд, из которых 35 это грузилось лого биоса. Тут и ежу понятно, что проблема аппаратная, и ей оказалась видеокарта. С изначальной видеокартой почему-то инициализация была дико долгой, а так как у человека был бюджет небольшой, я предложил ключ в ключ обменяться картами. Естественно, свою 4060 я бы не обменял, но вот залежавшуюся GT 520 обменял, так что благодаря вот такой довольно забавной истории я смог прикоснуться к древнему АУДшному злу. Знакомьтесь, это HD 4730, бюджетная видеокарта своего времени. Да, это Radeonка, представитель среднебюджетного сегмента, которая на старте стоила $79, что очень близко к ее конкуренту GeForce 9600 GT с ее $75. Вообще этой карты максимально интересная история. Был у AT Radeon 4850, мощная карта по неплохой цене в $130, но беда в том, что дешевле этой видяшки шла только немощная 4670 за $65. То есть в довольно ходовом бюджете $70-120 у AMD просто нечего было продавать. А вот у их конкурентов была 9600 GT, которая была топом за свои деньги. Поэтому красные подумали и выпустили HD 4770. Просто имбалансную карту за свои деньги, ибо при стоимости всего $109 карта в стоке догоняла более дорогую 4850. А благодаря чипу с меньшим техпроцессом у карты был довольно-таки хороший разгонный потенциал. Как итог, 4770 стала диким дефицитом, ибо ее сметали как имбу за свои $100. Естественно, AMD не могла на такое не среагировать и чуть позже подняла цену на 4770. Но вот в чем дело. Некоторое время назад я говорил, что у AMD была задача сделать не конкурента самого себе, а бюджетную карту конкурента зеленый 9600 GT с ценой примерно такой же, либо же чуть пониже. И в спешке инженеры сделали HD 4730, которая по сути является огрызком от старшей HD 4830, у которой взяли чип RV 770 и слегка подрезали блоков растеризации. Теперь их не 16, а всего 8. Да и к тому же урезали шину до 128 бит. А в остальном карта осталась без изменений. 640 шейдерных блоков, 956 миллионов транзисторов, 32 текстурника и 512 мегабайт видеопамяти типа GDDR5. У меня очень красивый экземпляр от Sapphire с жирной системой охлаждения, которая и помогла выжить этой карте, ибо вот в таком состоянии она мне досталась. Конечно, если бы ее в игры гоняли, даже такая крутая система охлаждения бы ее не спасла от отвала. Но предыдущий владелец на ней чисто играл в косынку и смотрел ютубчик. Да, знаю, звучит как выдумка майнеров, которые поспешили свои полудохлые 580-е сливать на Авито под видом «не бита, не крашено», только играли в сапера по выходным у бабушки в деревне. Но это правда. Также вы уже могли заприметить у видяшки 2 разъема под 6 пин. Дело в том, что сие чудо потребляет 110 Вт. И честно сказать, AMD как-то поставила слишком много разъемов. Тут по идее должно хватить и одного, так как слот может передать 70 Вт. И еще 70 Вт мы можем взять с одного 6-пинового коннектора. Оставить 2 по 6 пин — это фатальная ошибка, так как карта, как я говорил выше, среднебюджетная. И про это даже крупные обзорщики писали, ибо бюджетный ПК скорее всего ставит бюджетный маломощный блок, и тебе выгоднее купить 9600 GT, у которой либо не было доп. Питания в грин версиях, либо оно было 6 пин максимум, нежели покупать Radeonку и дополнительно переплачивать за более мощный блок. Что-то я подзатянул с историей. Давайте наконец перейдем к тестам, но сначала о тестовом стенде. Процессор Intel Core i5-10600KF, материнская плата ASRock B560M Pro 4, АЗУ 16 ГБ, 2 плашками по 8, блок питания Xilinx на 700 Вт, Windows
10 запускается с SSD M2 от MSI Spatium модели M390, а игры запускались с кучу разных жестких дисков, но все они от Western Digital. А также моя любимая рубрика «Установка драйверов на старое AMD». Поначалу я удалил через DDU драйвер на свою 4060 и поставил вместо нее радионку. И, о чудо, нужный драйвер сам подтянулся системой. Я уж обрадовался, но зря. Ибо этот драйвер вылетал в любом 3D приложении. FuriMark, игры, неважно. Хорошо, старый AMD. Идем по старинке. Заходим на официальный сайт, скачиваем последние драйвера, удаляем нынешний через DDU, но этот драйвер переустанавливается сам каждый раз, как только я удалял старый. И решилось это только при отключении интернета. Ладно, ставлю драйвер, а он не ставится! Я, конечно, сижу и не понимаю, почему это так. Но, как оказалось, на десятке работает только бета-драйвер под десятку. А обычный драйвер под десятку не работает. Ну и как раз таки на этом бета-драйвере мы будем тестировать видеокарту. Ну и, конечно же, по старой традиции мы не можем оставить видеокарту без разгона. Поэтому берем стоковый 625 МГц по чипу и 900 по памяти и с помощью MSI Afterburner превращаем в 750 МГц по чипу и 1050 по памяти. Ну и наконец-то переходим к играм. Начнем по традиции с GTA San Andreas. Ставим 1080p и низенький, при которых мы получаем 90-120 FPS при катании на машинке. Но стоит достать RPG и устроить бум-шоу, то появляются противные дропы до 60, которые вроде как не мешают, но это начинает намекать о малой мощности видеокарты. Ну ладно, минималки это минималки, но что же по поводу высоких? И все очень... не очень. Мало того, что FPS упал до 45-50 при езде и 35 при взрывах, так еще и картинка стала мега дерганой. Немножко покатавшись на машинке, FPS все-таки подрастает, но фреймтайм как колбасил, так и продолжает колбасить. Разгон делает ситуацию немножко поприятнее, но все равно фреймтайм слишком похож на уровень из Gravity Define. Начало, конечно, такое себе, поэтому пробуем реабилитироваться при помощи NFS Most Wanted 2005 года. Конечно же, ставим ультра настройки 1080p через Widescreen Fix. И уже в меню мы получаем 45 кадров. В гонке ситуация не лучше. Около консольные 30 кадров. Мужики, у меня же Xbox есть, 360. Вот такой красивенький. На нем есть NFS Most Wanted. Поэтому сейчас вы увидите геймплей. И самое смешное, что он по FPS такой же, как на этой радионке в 1080p. Но на радионке, правда, графон будет похуже. Ну, вы, я думаю, сами сейчас на экране видите, ё-моё, поэтому вот такие дела. А дальше смотрите ролик, сейчас красивенько сделаю. Но тут врывается 720p, благодаря которому FPS становится на уровень достойных 40-50 кадров, которые можно получить даже в 1080p, если применить магический разгон. Учитывая, что в GTA San Andreas при ультрах был FPS не очень, то боюсь представить, что будет в GTA 4. И вот тут я столкнулся с двумя новыми проблемами. Первое — это беды с внешним жестким диском, у которого все пошло по всем возможным местам, из-за чего в одном из парагонов сначала из Liberty City исчезли все нормальные текстуры, будто бы они там были до этого, затем все пешеходы и водители, и напоследок Ника застрял в одной анимации. Ладно, игра была перекачана и переустановлена на мой же дев ПК, и при 1080p с низкими все работало в довольно-таки сносные 35-40 кадров с некоторыми дропами до 30. Ну а включив волшебный разгон, мы получаем 40-50 кадров с дропами до 35. И вот так покататься по Liberty City очень даже можно. Но у вас появился вопрос: так а в чем же вторая проблема? В моей карте захвата, вернее в том, что в 1080p эта радионка работает отлично. А вот стоило выставить 720p, и она начинает приколы с масштабированием, из-за чего получается вот такая четкая картинка. Да, это 720p. Не, конечно, очень умные ребята в комментариях могут сказать: так, чувак, это же просто у тебя отмасштабирована неправильно картинка. Настрой масштабирование через панель Catalyst. Спойлер, я все это настраивал. Только при смене разрешения в игре все настройки тупо сбиваются. И есть только один способ нормально заставить масштабирование работать. Это включаем 720p на мониторе, заходим в игру, включаем 1080p в игре, потом снова включаем 720 в игре, заходим на рабочий стол, меняем масштабирование, и, о чудо, у нас масштабирование не сбрасывается. Но это такие костыли, вообще жесть. Я очень надеюсь, что это просто моя карта захвата чудит с этой видеокартой. Ну ладно, давайте уже улучшим ситуацию при
помощи Portal 2, который в 1080p и высоких со сглаживаниями работает в приятный глазам 55-60 кадров. Думаю, если карту разогнать, то можно будет получить наистабильнейшие 60 кадров. Сталкер, Зов Припяти, и естественно ставим 1080p и максимальную динамику. И на мое удивление, поначалу все прям очень здорово, но это пока мы не подойдем к бару, вблизи которого прям неприятные дропы до 30, да и в бою FPS падает часто ниже 40, поэтому разгоняем и получаем дополнительные 5 кадров. Но при появлении источников света все становится очень... не очень. Ну а как же насчет 720p? И вот тут прямо красота. Вот, посмотрите, насколько сильно прибавил FPS. Да даже в баре FPS пытается держаться около 60. Так что тут у вас есть выбор. Либо ставим 720p с динамикой, либо же 1080p и ламповая статика. Повышаем ставки при помощи Call of Duty Modern Warfare 2. И тут же ставим 1080p и ультра. И получаем сомнительный FPS, дропающийся ниже 30. Но стоит сказать, это самая сложная локация в игре. И пройдя чуть дальше, FPS будет чуть не в 2 раза выше. Да и если что, можно разогнать карту и получить в этом же месте небольшую прибавку кадров. Отключив сглаживание, так вообще получить еще плюс 5 FPS. Перемещаемся в 2010 год к NFS Hot Pursuit. И так как игра довольно-таки хорошо оптимизирована, то начать я решил с 1080p и высоких, при которых... мы получаем слайд-шоу с постоянными микрофризами. Разгон, к сожалению, нам не помогает, а вот выключение теней очень даже. Теперь мы получаем аж 30-35 кадров в стоке и 35-40 в разгоне. Но я бы, честно говоря, скинул разрешение до 720p и оставил хотя бы средние тени, ибо без теней графоний порой выглядит прям... 988. Крещение Руси. Я чуть ли не забыл про бенчмарк всех видеокарт Crysis 2. И тут Crytek сделали прям отличную картинку, которую при 720p и минималках, которые здесь обозвали высокими, очень даже можно пощупать, получив 40-50 кадров. И честно говоря, я думал, что выше 30-ки не будет. И вроде даже все классно. Но посмотрите на фреймтайм. На нем постоянно появляются различного рода пики, которые прям ощущаются глазом при игре. Ибо картинка вроде плавная, а при этом все будто бы в 25 FPS. Но разгон все это дело очень даже хорошо правит, и таких пик становится гораздо меньше. Если в Crysis мы ставили не настоящие высокие, то в Call of Duty Black Ops мы ставим настоящие высокие и 720p. И тут мы получаем прям широкий разброс FPS. В довольно простых сценах мы получаем 60 FPS, а вот в активных перестрелках и до 30 дропа происходят. Но чаще всего FPS держится в районе 40-45. Но сказать честно, когда FPS падает до 30, прям некомфортно становится играть. Но тут нам помогает разгончик. И теперь даже в жестких перестрелках дропы стали не столь болезненными. Да и в принципе в среднем по игре FPS подрос. Короче, дополнение по видосу. Я сейчас нашел у себя тестик, который я забыл в сценарий прописать. Это тест в стоке, но при этом все с отключенными тенями. И там мы получили просто шедевральный FPS, поэтому дополнение с монтажа получается. Главным соперником колды всегда являлся Battlefield, поэтому Battlefield 3, который в 720p и минималочках выдает аж 40 кадров в начальном броневике. Но стоит открыть дверь и выйти на улицу, так сразу FPS аннигилируется. 20 кадров это, конечно, ну очень сильно. И причем такие просадки будут при любой активной заварушке, так что тут не спастись без лечебного разгона, с которым дропы FPS не до 20, а всего до 30 кадров. Да и средний FPS поднимается до уже довольно приятных 40. Поэтому в BF3, если и играть, то только с разгоном. Лариса Крофтовна из 2012 года. Почти минималочки, ибо оставляем хоть какие-нибудь тени и высокие текстурки. И при... А вот какое это разрешение сейчас на экране? Напишите в комментариях. Также можете поставить лайк и подписаться на канал, а также на телеграм-канал. Все ссылочки находятся в описании в одной классной мультисылочке. Так что подписывайтесь. И в бенчмарке мы видим очень вкусные 60-70 кадров, так что можем позволить подняться до нормальных и получить все так же играбельные 40-50 кадров, но с чуть более красивой картинкой. Да и вроде геймплей с бенчмарком совпадают в плане FPS,
Но это только поначалу. Пройдя чуть дальше, мы сначала получаем некоторые просадки чуть ниже 40, которые в принципе играть-то не мешают. А затем происходит магия половинивания FPS, из-за чего наши 40 кадров в бенчмарке становятся 20 в реальности. И, к сожалению, это очень мешает дальнейшему прохождению. Но благо, у нас есть разгон, который увеличивает FPS почти в 1,5 раза. Прям как полихромный Джокер в Баллатра. И вот с ним и при минималочках FPS прям очень пытается быть выше 30 кадров. Но, к сожалению, у меня глюканул автобернер, так что у меня есть всего 2 минуты видоса с разгоном и еще 15 без разгона. Но в очень жористой локации. И применив немножко математики, можно посчитать, что даже в этой жористой локации было бы стабильно выше 30 кадров, если бы у меня нормально заработал разгон. Я бы карту, конечно же, перетестил, но я уже поставил Windows 11, и тут драйвера уж точно не встанут, поэтому вот так вот работаем с тем, что у меня есть. Что я успел записать еще будучи на десятке. Far Cry 3. И по сути с этой игры я и начал тестирование, поэтому поставил 1080p, но с минималочками. И даже если учитывать, что у нас есть разгон, который позволяет нам получить аж 30-40 FPS при различных взрывах и куче растительности, у нас происходят дропы сильно ниже 30. Поэтому скидываем в 720p, но с теми же низкими. И вот тут мы получаем довольно-таки приятные 50-60 кадров, которые в лесистой местности хоть и падают до 40, но в остальном остаются более чем играбельными. Раз уж покорять острова в Far Cry 3 более чем можно, то следует посмотреть, а как же будет покоряться морская гладь в Assassin's Creed Black Flag. Ставим 720p и минимум всего, и как-то я ожидал большего, честно говоря. Ибо нестабильный консольный 30 кадров не особо приятный результат. Благо и тут нас спасает разгон, поднимая FPS на 5-6 кадров. Благодаря чему мы хоть продолжаем получать 30 кадров, но стабильно и без дропов. Давайте взбодримся при помощи Metal Gear Rising, который при высоких и 720p показывает себя консольным эксклюзивом, ибо работает в около 30 кадров, поэтому играемся с настройками и получаем уже 40-45 кадров, но с некоторыми дропами до 30, что для игры с быстрыми таймингами очень критично. В принципе, если играть не на высоких сложностях, то на геймпаде попарировать Муссона очень даже можно, но конечно FPS хотелось бы побольше. Может хотя бы GTA 5 сможет нормально поработать, и при низких в 1080p... Ну, вы все сами видите. Хорошо, ставим 720p и даже в бенчмарке получаем нестабильные 30 кадров, поэтому разгоняем. И вот так в бенчмарке мы получаем худо-бедно, но 30-40 кадров. Но в реальном геймплее все гораздо хуже. Время от времени бывают дропы до 25 кадров, да и в дождь FPS оставляет желать лучшего. Поэтому, увы, в GTA-шку если и можно поиграть, то только при огромном желании и при разгоне. Надеюсь, что хотя бы у кругов проблем не будет при 1080p. И да, хотя бы тут карточка себя показала неплохо. И мы получаем отличные 260-300 FPS, которых более чем достаточно для комфортной игры. Ну а учитывая это, вы можете спокойно накопить на нормальную карту, снимая шортсы и набирая миллионы просмотров и долларов. Так, теперь нужен какой-то онлайн-шутан. CS2, даже если бы она могла запуститься на DX10, выдала бы не более пары FPS, ибо даже на моей прошлой 1060 на 3 гига CS2 часто проваливалась ниже 100 кадров, что как бы говорит о жористости игры. Поэтому Counter-Strike Source. Ставим высокий и 1080p, и тут получаем 100-100 кадров, причем карта в стоке, то есть с разгоном можно получить кадров 120-160, так что пораздавать киллов савиков вполне комфортно. Ну и завершаем тесты миром танков, либо же World of S. И сразу же ставим стандартный клиент, ибо на улучшенном даже в меню FPS, очень маленький. Поигравшись с настройками, получаем смесь средне-низко-высоких, при которых мы получаем довольно большой разброс FPS. Где-то 70-80 кадров, а где-то падение ниже 50. Но в среднем FPS держался на уровне 60 кадров. Нужно больше, то всегда можно скинуть настройки, либо же разогнать видяшку, ибо я ее тестировал в стоке. И кстати, мои дорогие знатоки-танкисты, можете подсказать, а есть ли более жористые в плане производительности карты в игре? И если такие есть,
то каким образом их надо разблокировать? Спасибо за ответ. И давайте же подведем итоги. И скажу честно, карта на сегодняшний день не более чем красивый артефакт из прошлого, который, да, что-то дозапускает, но учитывая ее ТДП, мучение с дровами и цену в среднем около 1000 рублей, покупка довольно-таки сомнительная. Ибо за плюс-минус ту же цену есть GTS 450, который и DX 11 имеет, и жрет меньше, но и тупо мощнее. Либо же докиньте 500 рублей и купите GTX 650. Я ее тестировал буквально ролик назад, и карта себя показала прямо здорово. Так что ссылочку на тест я прикреплю в аннотацию и в описании. Так что вот такие пироги. Честно говоря, довольно-таки грустно, что знакомство со старыми AMD картами у меня как-то не задается. Что в ролике с Radeon 6670, что с этой 4730. Но я уверен, что в один из дней я смогу найти ту самую AMD видеокарту, с которой и проблем не будет, и которая будет топ за свои деньги. Ну а пока, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на ютубчик, телегу. Всем пока!